Где закупаться, кроме Китая? Что брать и где искать поставщиков? Сейчас все чаще в бизнесе говорят про модель China +1. Если по-простому, это значит так: не сидеть только на Китае, а сразу держать еще одну страну для закупки или для производства. Не потому что Китай там закончился, что случается в мире и так далее, потому что зависеть только от одной страны, реально это риск. Если выросли цены, затянулась доставка или поменялись правила, у тебя сразу проблема. Поэтому в этом выпуске разберем 5 стран, которые чаще всего смотрят, кроме Китая. Вьетнам, Индия, Бангладеш, Турция и Мексика. И самое главное, разберем, что именно там покупать и как искать поставщиков и где. Потому что большинство людей ошибаются уже в самом начале. Они примерно ищут так: поставщик Турция, фабрика Индия, производитель Вьетнам. И находят всякий мусор, посредников и непонятные сайты. Нормально искать надо следующим образом: страна плюс товар плюс выставка, или страна плюс товар плюс ассоциация производителей. Например, мебель, Вьетнам, выставка. Текстиль, Индия, выставка. Обувь, Турция, выставка. Автозапчасти, Мексика, выставка. Дальше заходишь на сайт выставки, открываешь список участников и смотришь реальные компании. Вот это уже рабочая схема. То есть сначала находишь выставку, сайт выставки, и там уже ищешь поставщиков, а не просто в интернете. Понимаете, да? Теперь по странам. Давайте разбираться отдельно с каждой страной. Вьетнам. Вьетнам — это хорошая история, если тебе нужна мебель, товары для дома, одежда, обувь. То есть если ты ищешь деревянные столы, стулья, шкафы, мебель для кафе, садовую мебель, плетеные корзины, декор для дома, органайзеры, базовую одежду или повседневную обувь, Вьетнам точно стоит смотреть. Если нужна мебель, смотри FIFA Expo. Если нужен текстиль и одежда, смотри Viad. Индия. Индия сильная страна, если тебе нужен текстиль, кожа, обувь, лекарства и часть автозапчастей. Там хорошо искать ткани, постельное белье, полотенца, хлопковые изделия, сумки, ремни, кошельки, кожаную обувь, домашнюю одежду, детскую одежду, некоторые простые автозапчасти вроде фильтров, колодок, мелких деталей. Если нужен текстиль, смотри Bharat Tex. Если нужна кожа, обувь, смотри India International Leather Fair и B-Flex. Если интересует лекарства, смотри Pharma India Expo. Следующая страна — Бангладеш. Бангладеш — это в первую очередь массовая одежда. Если тебе нужны футболки, худи, спортивные костюмы, штаны, джинсы, школьная форма, рабочая одежда, носки, белье. Плюс там можно смотреть простую обувь и базовые кожаные товары. Но главное — сила Бангладеш. Именно одежда и трикотаж. Если нужна одежда и трикотаж, смотри DTG. Если нужна обувь и кожа, смотри Bangladesh Leather and Footwear Expo. Турция. Турция очень понятная история, особенно если ты работаешь ближе к Европе. Там сильные темы — это одежда, текстиль, мебель, товары для дома, обувь, то есть полотенца, халаты, постельное белье, покрывало, шторы, женская одежда, мужская база, рубашки, трикотаж, мягкая мебель, столы, стулья, посуда, домашний декор, кожаная обувь. Все это можно смотреть в Турции. Если нужен домашний текстиль, смотри Hometex. Если нужна мебель, смотри If. Если нужна обувь, смотри iMod. Мексика. Это уже большая история для тех, кто работает на рынок США. Через океан плыть,
достаточно дороговато может быть. Там есть смысл смотреть автозапчасти, металл, промышленное производство. Элементы тормозной системы, детали подвески, фильтры, пластиковые детали, кабели, крепежи, металлические корпуса, детали под заказ и разные промышленные узлы. В Мексике достаточно много оборудования именно из Китая они привезли. Если нужны автозапчасти, смотри ИНПС, Автомеханика Мексика. Если нужен металл и производство, смотри FabTech Мексика. Вывод. Главная мысль очень простая. China Plus One — это не про то, чтобы забыть Китай. Это про то, чтобы не зависеть только от Китая. У тебя Китай остается, но параллельно ты понимаешь. Мебель и товары для дома можно смотреть во Вьетнаме. Текстиль и кожу в Индии, массовую одежду в Бангладеш, домашний текстиль, одежду и мебель в Турции, автозапчасти и металл в Мексике. И главное, не ищи просто поставщика вообще. Сначала пойми, какой товар тебе нужен, потом выбери страну, потом найди именно выставку по этой теме, и уже через список участников выставки выходи на верифицированные фабрики. Вот это и есть нормальный рабочий путь. Я надеюсь, выпуск тебе был полезен. Увидимся в следующих выпусках. Кайшаба.